так булочек захотелось, мягких, воздушных, пушистых. Друзья, делюсь с вами сегодня очень простым и беспроигрышным рецептом. В миске смешиваю теплое молоко. Молочко должно быть обязательно теплым, вот таким вот, ой, комфортной температуры. Вкусно! Сюда добавляю живые дрожжи. Можно также использовать сухие, их понадобится в 3 раза меньше. Сахар. Конечно же, все размешиваю, чтобы дрожжи растворились. Добавляю 2 яйца, соль, растительное масло. Снова все хорошо перемешиваю и начинаю вводить муку. Муку ввожу постепенно. Общее количество примерно плюс-минус 800 граммов. Ну, конечно же, буду ориентироваться по тесту. Друзья, забыла добавить ванильный сахар. Какая же булочка без ванильки? 10 граммов. Ну и теперь все, можно смело продолжать замешивать тесто. Когда тесто начинает объединяться в общий ком, могу переходить на стол. Для этого стол присыпаю мукой, выкладываю тесто и начинаю вымешивать на столе, подбавляя муку. Дрожжевое тесто любит, чтобы его хорошо помесили. Как женщина. Да, как женщина, Сережка. Тесто я вымешивала, наверное, минут 8, да? Оно у меня очень мягкое, эластичное, липнущее, но отлипающее от рук и от стола. Я больше не буду добавлять муки, так как хочу, чтобы булочки были нежные и воздушные. Мисочку немного посыпаю мукой, выкладываю тесто, накрываю и оставляю для подъема примерно на часик в теплом месте. Фух, аж устала. Та-да-да-да-та-да. Друзья, я переложила тесто в большую форму. Видал? Ну что, готов? Я вот это вот люблю. Вот так вот. Оно такое нежное, воздушное. Вообще класс. Сейчас я его немножко обминаю. Снова накрываю крышечкой и дам еще минут 20 подойти. Второй раз это делается быстрее. Булочки я сегодня сделаю с яблочным повидлом, рецепт которого показывала вам летом. Было очень много комментариев, что повидло не застынет, будет очень жидким или каким-то еще не каким-то. В общем, друзья, показываю зимой, какое получилось повидло. Мармеладки. Да, просто мармеладки. Оно прекрасно держит форму, посмотрите. Вот, у меня его довольно много, как я и говорила, очень много закрываю этого повидла. Булочки с ним вообще шикарные. О, оп, посмотрите. Класс. Ставьте лайки за мое повидло. Ну что, начинаем булки. Через 20 минут тесто снова увеличилось очень хорошо в объеме. Немножко смазываю ручки. Я сразу все тесто доставать не буду, а беру примерно половинку. Вот так вот. А это накрою и оставлю еще в кастрюльке. Как вы уже заметили, у меня большая выпечка сегодня. Тесто немного обминаю и делю на части. Вот такие вот кусочки, примерно по 70-80 граммов. Кружочки хорошо обминаю, выпускаю воздух и делаю вот такие вот шарики. Кладу их в стороночку. Вот так вот. Готово. Беру один шарик, а эти накрою полотенчиком, чтобы не обветрились. Просите? Французские круассаны. Французские круассаны. Ладно, беру шарик и с одной стороны вот так вот, ребята, делаю вот такой вот хвостик. И сейчас скалкой раскатываю. Вот получается вот такая вот капелька. Кладу повидло. И мне ложку в рот. Ага, сейчас. Вот. Хорошо защипываю краешки. Тесто очень эластичное, мягкое. Это делается очень просто. И сейчас сворачиваю. Вот такой вот рогалик получается. Выкладываю на противень с пергаментной бумагой. Накрываю полотенечком и оставляю на 15-20 минут. Булочки должны подойти. Через 20 минут булочки смазываю взболтанным яйцом. Так хорошенечко, щедренько. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Ох, какие красавцы. На 25 минут. Красотка, да? Оп. Ну что, булочки готовы? Ой, какие они красивые. Угу. Оп, ой, не буду, ладно. Все, накрываю булочки полотенечком, пусть немножко остынут.
Из этого количества ингредиентов у меня получилось 20 вот таких вот, ребята, красивых, мягких булочек. Посмотрите, какая красота. Мягкие, пористые. Рецепт очень простой, справится каждый. Опа, очень красиво. Ставьте лайки, друзья, нам это очень приятно. Комментируйте, а мы пить чай. У нас сегодня липовый.